Всем привет-привет, вы на нашей кухне. Сегодня 1 января, и мы готовим сельдь под шубой, потому что вчера мы гуляли в парке и ее не приготовили. Итак, для начала, у меня тут уже некоторые продукты подготовлены, естественно. Накануне мы измельчили и избавили от костей рыбу. Отварили свеклу, еще не почистили, сейчас будем чистить. Отварили картофель, отварили морковь, тоже сейчас почищу. И отварили и очистили несколько яиц. Яйцо чистили сегодня. Теперь, значит, я очистила одну крупную луковицу и режу ее на мелкие кусочки. Это самый чувствительный овощ. Потому что, когда ты с ним работаешь, ты почти всегда даешь волю чувствам. Но в нашем случае лук сладкий, поэтому я надеюсь, что я сегодня плакать не буду. Есть, кстати, один способ, которым я всегда пользовалась, и почти всегда он помогает. Если лук не совсем злющий-призлющий, это когда режешь лук, нужно слегка, кто-то говорит свистеть. Я свистеть не умею, поэтому можно просто дуть в сторону лука. Вот таким образом. Как бы сдувая его пары и не давая проникать этим парам, собственно, в носовые пазухи. Потому что слезы случаются именно тогда, когда пары лука едкие попадают в пазухи носа и действуют на слизистую таким образом, что появляются слезы. Так, слегка всплакнула. Теперь мы все это выгружаем в такую пиалочку. Наш лук мы заливаем кипятком, накрываем блюдцем и даем ему немножко постоять, чтобы как раз избавить его от такого острого, резкого вкуса. Далее мы сельдь слегка сбрызнем оливковым маслом. Таким образом салат будет лучше пропитываться. В идеале все овощи обработать маслом. Сейчас мы чистим свеклу. Свекла варится в кожуре, а потом кожура снимает. Знаете, самый главный секрет приготовления абсолютно любого блюда – это любовь. Очень важно вкладывать свою душу в то блюдо, которое ты готовишь для своей семьи, когда она действительно будет наполнена той необходимой для жизни энергией. Свеклу очистили, приступаем к очищению моркови. Смазываем плоскость, на которой будем делать салат, майонезом. Берем терку и трем картофель. Делаем первый слой картошки. Так, все распределили. В принципе, картофеля, пожалуй, достаточно. Теперь мы берем сельдь. И раскладываем тоже слоями. Я очень не люблю, когда в салате встречаются, пусть даже мелкие, косточки, вот такой метляк. Поэтому всегда разбираю ее ножом прям вот на мельчайшие такие кусочки, чтобы уже кушать и получать наслаждение от этого. Вот с отсутствием сейчас дефицитов продуктов блюда перестали быть строго сезонными. Например, если раньше пельмени, вот насколько я помню, это было прям конкретно зимнее блюдо, потому что недоступны были в большом количестве, в большом объеме морозильные камеры в домах, да, и пельмени морозили на морозе. Вот, и поэтому именно в это время года могли позволить себе много пельменей налепить, наморозить. Мои деды вообще морозили флягами пельмени, то есть были большие семьи, они садились, лепили там по 5-10 человек эти пельмени, выносили их на мороз, на противнях и замораживали, ссыпали их потом в 50-литровые фляги.
и кушали постепенно. Вот, поэтому, конечно, это было и новогоднее, в том числе блюдо. Сейчас пельмени легко. Ужин для детей, работающих родителей. Быстро, на скорую руку достал из морозилки, сварил, накормил. Это если вот конкретно некогда заморачиваться и срочно нужно накормить семью. Вот по этой ссылочке вы можете посмотреть некоторые секреты варки пельменей. Так, все, с сельдью мы закончили. Теперь здесь, кстати, у нас находится фарш. И сегодня мы еще будем делать бургеры. Вот, наконец-то, дошла очередь до нашего лука. Мы сливаем воду. Вот теперь этим лучком. Кстати говоря, когда запариваешь лук, это один из секретов, как приучить детей есть салаты с присутствием лука. Потому что очень часто дети говорят: остро, щипит язык, не буду, не хочу. Вот так бывает именно, когда незапаренный лук кладут в салат. В данном же случае он свою такую остроту и резкость утрачивает, но оставляет пользу и хороший вкус. Далее этот слой мы также промазываем майонезом. Майонез может быть как купленным в магазине, так и сделанным в домашних условиях. Кто-то делает это ложкой, но мне удобнее делать это пальцем, чтобы чувствовать распределение. Вот, немножечко это делаю даже такими тампующими движениями, чтобы ускорить пропитку. Посмотрите, как замечательно распределился майонез. Итак, продолжаем. Далее мы трем следующий слой, это у нас яйцо. Опа. Продуктов здесь идет примерно 1 к 1 в равных частях. Примерно у меня ушло 4-5 картофелин. На этот салат у меня уйдет 6 яиц. Преимущество, кстати, того, что мы не трем куда-то это в тарелочку, потом присыпаем, потому что получается такая очень легкая текстура, мы не мнем ложкой этот продукт. Просто вот распределили, натерли, так он и лег, и пропитка будет идти гораздо быстрее. Далее у нас идет майонез. И точно так же я слегка распределю сейчас. Еще раз повторюсь, почему я распределяю майонез рукой, потому что таким образом я чувствую, насколько глубоко пропитывается салат. В том случае, когда мы делаем салат не накануне, а непосредственно перед подачей, чтобы он быстрее пропитался, я использую такие тампующие движения, и тогда могу быть уверена, что салат действительно пропитается хорошо, в нем не будет майонеза меньше, чем нужно, и не будет больше, чем нужно, потому что я прям конкретно чувствую. Так, этот слой готов. Теперь берем морковь и делаем следующий слой. Мы сейчас осваиваем новую тему в кулинарии. Это блины с припеком. Поэтому есть такая задумка: салат сельдь под шубой завернуть в блины. Следите за нами, мы расскажем вам, что из этого получится. Все, следующий слой уже будет свекла, и затем мы все это также покроем майонезом. Если вдруг так получилось, что у вас майонеза не хватает, то постарайтесь добавить его столько, сколько необходимо в нижние слои, потому что в самый верхний слой можно всегда уже в последний момент докупить или сделать и добавить непосредственно даже перед подачей на стол. Итак, делаем заключительный слой этого салата. Это хорошо проваренная свекла. Также тру свеклу непосредственно в центр блюда и затем пальчиками распределю равномерно по всей поверхности. Еще я вообще никогда не готовила на камеру. Сегодня мой супруг меня просто поймал. Но так как мы собираемся в гости, и мне просто совершенно некуда было деться, я сдалась. И стала блогером. И стала блогером.
И для того, чтобы научиться готовить, совсем не обязательно проходить курсы. Действительно, можно много чему научиться на удаленке. Например, на нашем YouTube-канале. Если вы еще не подписались, скорее делайте это. Будем учиться вместе. Свекла – это вообще очень полезный такой продукт, да, который хорошо помогает в кроветворении. Вот. Раньше, кстати, девушки использовали свеклу для того, чтобы создать красивый румянец. Например, коровам всегда, особенно зимой, в рацион добавляют свеклу для того, чтобы увеличивалась удойность. По-моему, получается очень симпатично. Как вы считаете? А если вы не подпишетесь на наш канал, мы вас найдем и измажем. Иногда при желании можно добавить сверху тертый грецкий орех. И, конечно же, не забудьте посолить это блюдо по вкусу. Наносим заключительный слой майонеза. И точно так же сейчас распределю майонез. Это такое уютное семейное занятие. Получается просто восхитительно. И самое главное, что это совсем не сложно. Может абсолютно каждый. Главное подготовить ингредиенты. Собирается как лего-конструктор. И ваши домашние и гости, поверьте, по достоинству оценят это блюдо. Особенно, если вы туда положили кусочек своей души. Уложились за 20 минут. Легко запоминается и очень быстро готовится. А запах, теперь буду вести это до гостей. Обязательно подписывайтесь на наш канал, и мы приготовим еще очень много всего вкусного и интересного.